мама за 8 лет нам ничего не купила. Все, что здесь есть, это все куплено на мои деньги. Но начала звонить, можно взять девочек. Через 8 лет? Через 8 лет. Она позвонила в 9 утра пьяная. Я работаю каждый день, до самого позднего вечера. Когда мне пить-то? Пить некогда. Так опека заберет у тебя детей, не Заберет. переживай. Они будут Ничего моими. она не заберет. Да что ты да говоришь? почему они будут твоими-то? Потому что они мои дети, не твои. Девочки сами ко мне хотят. Они тебя видели 2 часа за это время. Ну, 2 часа, потому что я работаю допоздна. Да, и синяя ты была. Какая синяя? Мы поехали к ней на работу. Она пьяная. Мама? Пьяная Она на же работе. говорит, что она на работе не пьет. Я отвечаю, она была пьяная. Они неоднократно жаловались на бабушку. Бабушка их избивала, оскорбляла нецензурной бранью. Я хочу вас, Маша, спросить, может ли ваша мама поднять на девочек Нет, руку? мама их точно никогда не била. Давайте позовем Людмилу Васильевну, без нее не разберемся. Добрый день. Все мы люди, понятно, все мы совершаем поступки, хорошие, скверные поступки. И за поступки приходится отвечать. Жаль только, что отвечать приходится не только тому, кто поступок совершил, а зачастую и окружающим. Хорошо это или плохо, мы сегодня и поговорим. В нашей студии Мария Баранова из Челябинска. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Что случилось-то? С чем приехали? Я приехала лишить родительских прав мать моих племянниц. Мать ваших племянниц. Да. А сколько племянниц? Старшей дочери Насте, но она как бы не живет со мной, ей 17 лет, которые со мной девочки живут, одной 15, другой 9. А какие основания у вас для того, чтобы мать лишить родительских прав? Потому что мать не появлялась 8 лет, пила. Подождите, 8 лет девочки живут с вами. Да, они живут со мной и с моими родителями. А как так получилось? Вы помните, как они у вас оказались? Да, конечно, я помню. Я приехала навестить девочек. Когда я приехала, была в полном шоке, потому что дома было грязно. Девочки были вообще вдвоем в доме. Это Аня была еще маленькая, Василисе даже года не было. Дома был беспорядок ужасный. Воняло сигаретами, все прокурено. Они голодные были. Я так понимаю, что это дети вашего брата, Да, верно? это моего родного брата. То есть вы им тетя. Да, родная тетя. А брат ваш где? Брат отсутствовал 3 года, он уезжал в командировку. Понятно. А сейчас? Сейчас брат находится на СВО. А девочки 8 лет живут с вами, и мама не появлялась. Мама никак не появлялась. Она только сейчас начала как-то немножко проявлять, потому что узнала, что мой брат находится на СВО. Но начала звонить, можно взять девочек. Через 8 лет? Через 8 лет. Подождите, ну вам-то... Мне тогда было 18 лет, Вот когда я- я их забрала. Вот я про это и хотел спросить. Вам было 18. 18. А как вы справлялись-то? Помогают мои родители. А брат помогал? Да, брат через 3 года с командировки приехал, участвовал. Но он тоже как бы строил свою жизнь. Ну, он был с нами всегда. Девочки проживали со мной, он как бы отдельно от нас жил. Но он всегда приходил, помогал. Правильно я понимаю, что мама не принимала никакого участия в воспитании Нет, девочек? она их один раз, это было в 23-м году, как раз мы узнали, что она закодировалась, что вроде как она купила квартиру, вышла замуж. Мы отпустили девочек на Новый год. Так сейчас девочки на каком основании у вас находятся? Ну, потому что они со мной 8 лет, так они со мной и живут 8 Ну, то есть лет. никаких бумаг у вас нет? Бумаг никаких нет. Я начала проходить опеку. Когда брат ушел, мы с братом хотели. Мы не успели просто оформить тогда все это. Понятно. Слушайте, ну а как вот там? Больницу надо посещать, в школу Да, ходить? больницу. Все очень трудно. Ну, вот сейчас у нас требуется старшей девочке госпитализация по операции на сердце. И мы не можем ее положить, потому что у нас нет даже прописки. И вы сейчас-то в контакте с органами опеки? Они вам что говорят? Да, сейчас я начала проходить. Мы, когда поехали, я Ольге позвонила, говорю: Оль, ну 8 лет тебя нет, давай уже как бы напишем отказ. Она согласилась. Когда мы были в опеке, опека предложила дать ей полгода на то, что, может, она нам станет финансово как-то помогать. Ну, прошло вот полгода, И ничего. и ничего. А вы сейчас где с девочками живете? Мы сейчас живем в квартире. Это квартира мамы и папы моих. Ваших? Да. Понятно. Ну давайте посмотрим, как вы живете. Вот, смотри, фиолетовая.
Смотри давай, сама смотри, выбирай что-нибудь. Мы очень часто ходим по магазинам вместе. Никогда ни в чем им не отказываю. Что им нравится, всегда покупаем. Ну-ка, покажитесь. Да, берем. 2 футболки вот вышло на 2000. Так постоянно. Мы покупаем почти каждые 2-3 месяца, в любом случае обновляемся. Мама за 8 лет нам ничего не купила. Все, что здесь есть, это все куплено на мои деньги. В чем они ходят, что они едят, ей без разницы. У нас всегда все есть в холодильнике. Первое, второе, йогурты, шоколадки. Ну, все, что любят девочки, всегда все есть. Вкусно? Ну, кушай. Вообще у нас большая квартира, двухэтажная. Здесь была раньше Анина комната, но сейчас мы там делаем ремонт, поэтому они живут вместе на 2-м этаже. В принципе, у нас все хорошо, но есть одно но. У нас проблема у Ани по здоровью, порог сердца у нас. Нам надо как бы лечь на операцию, но мы не можем, потому что нас больницы не принимают по той причине, что у нас нет прописки. От нее требуется просто присутствие ее, чтобы прописать Аню. Действий никаких от нее нет. Я даже готова прописать ее у себя в доме, в котором мы сейчас строим. Вот этот дом мы строим. Комнаты девочек старшей будет вот здесь. Василисина там, ну и тут будут комнаты. Я сама их выращу без ее помощи. Мне с Машей, с бабушкой очень хорошо. Про маму я ничего не знаю. Ну вот если к Маше я чувствую, что она мама, вот кто к маме, к своей, которая родила, я не чувствую такого. Я бы хотела, чтоб моя мама была Маша. Да, слушайте, мама Маша, вам ведь не так много лет совсем. Вы о своей семье не думали никогда? Ну, уже не моя семья. То есть до такой степени? Вы нашим редакторам рассказывали до программы, что в августе как-то Ольга нашла общий язык с девочками и чуть не разрушила практически вот эту вашу счастливую семью. Это в чем дело-то Да, было? в августе месяце я уезжала отдыхать. Девочки оставались у моих родителей. 3 августа, как я сейчас помню, в день рождения моего брата. Она позвонила в 9 утра пьяная. Говорит, я звонила маме, просила как бы взять девочек. Я говорю, ты не возьмешь девочек, потому что... Она говорит, почему? Я говорю, потому что ты пьяная, вот придешь в себя, потом звони. Она начала девочек звонить им, писать, что украдите документы, ну, которые мы собирали. Вот мы сейчас для опеки собираем документы. Девочки украли документы и сбежали. Их встретила их старшая сестра на машине со старшим ее сыном. Ну, смотрите, это странно. Они 8 лет живут с вами, и вдруг один звонок мамы, и они побежали к ней. В этот день я сказала маме, мам, забери телефон, чтобы она их никак не настраивала и так далее. Они поругались из-за этого с бабушкой. И Аня думала, может, все-таки мама там изменилась и Понятно. может попробовать. То есть девчонки поругались с бабушкой, Да. психанули. Да, и... и думали. А как они опять оказались у вас после этого? Через 2... Мы в этот же день переписывались с Аней, и она сказала, мы все равно вернемся домой, потому что они видели, что там происходит. И она сказала, Маш, как ты приедешь через 2 дня? Я буквально на 3 дня выезжала. Она сказала, мы приедем. И их привез ее старший сын сам. То есть правильно я понял, что они даже когда убегали, они планировали сделать это на время, пока вы не вернетесь? Да. Я им говорила, если вы как бы хотите, пожалуйста, езжайте, ну, как Слушайте, бы... вот если сейчас вы... тонкий момент будет. Вы нам сказали, что брат ваш на СВО, но не сказали, что он числится без вести пропавшим. Я все пытаюсь оправдать эти 8 лет и появление мамы только сейчас. Она-то знает о том, что он без вести пропал? Мама девочек? Да. Да, она узнала об этом. Мы с Ольгой встретились. Она показала нам, как живет, и о своих планах поведала. Давайте посмотрим. Раньше мы с гражданским мужем жили здесь. Здесь у меня родились дети. Ни воды, ни газа не было. Здесь все пошоркано. Вон стекла все разваливаются, дом разваливается. Стены все обваливаются. Зимой дуло, холодно, сильно было. Приходилось жить так, потому что другого жилья у меня не было. Приехали родственники и забрали детей обманным путем. Они просто забрали, получается, в гости и не отдали. После этого я начала налаживать свою жизнь, работая теперь поваром, чтобы всегда были деньги, ни в чем девочки не нуждались, когда я их заберу.
На работе я готовлю борщи, солянку, вторые блюда. Сейчас готовлю пирожки с картошкой. Всем нравится, все хвалят. Я работаю почти каждый день, до самого позднего вечера. Когда мне пить-то? Пить некогда. Работаем. Три года назад купили с мужем вот эту квартиру. Сделали полностью везде ремонт. Вообще квартира двухкомнатная. Вторая комната, там будут девочки жить. Комната хорошая. Пока здесь живет сын. В дальнейшем будет съезжать. Будут девочки со мной жить. Сейчас у нас все наладилось. Есть квартира, есть работа. Хочу забрать все равно девочек. Но все равно мне не отдают. Сильно очень скучаю по девочкам. Сколько у нее детей всего? 4. Брат мой взял ее уже с мальчиком, у нее был старший сын. Старший. Сколько ему сейчас? 19 он 19 лет, да. Настя это тоже не его ребенок. Нет, это его, но она не записана по документам. Только Аня и Василиса. Вы верите в ее намерение забрать? Нет, нет. Почему? Ну, может, правда изменилась. Смотрите, работает, не пьет вроде. Человек, который бы изменился, он, наверное, бы как-то помогал своим детям. А она сейчас замужем, что ли? Я так... Да, она вышла замуж. А почему, может быть, рассказывал вам брат ваш, почему они расстались-то? Ну, потому что мой брат приходил всегда с работы. Там всегда были пьянки, гулянки, сидели и мужики, потому что гулящая была. Ладно, мы так уже много про Ольгу говорим и столько про нее узнали, что пора ее пригласить в эту студию и спросить, где она была 8 лет. Маша, это вы накрутили детей, чтобы я с ними не общалась. Да что ты говоришь? Ты себя-то видела, это принцесса ты ты наша. накрутила и Да сама что меня ты говоришь? пугала. Я их 8 лет пугала воспитываю. меня. Тебя пугала? Да, ты слышала? опеками пугала меня. Так опека заберет у тебя детей, не Заберет. переживай. Они будут Ничего моими. она не заберет. Да что ты да, говоришь? Почему они будут твоими-то? Потому что они мои дети, не твои. Девочки, мы вам не мешаем, нет? Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, как так получилось, что дети, 2 девочки, живут не с вами? Они забрали 2 детей вообще обманным путем. Каким? Как бы типа в гости, и все, и так и не отдали мне. А когда вы поняли, что вас обманули, что вы сделали? Звонила и спрашивала, Кому почему. звонили? Они сказали, детям будет лучше. Кому звонили? Родителям и Маше. И они вам не отдали детей? Нет, не отдали. А почему вы их не забрали? Потому что я поняла, я осталась одна без работы, без всего, пошла работать. Как скоро вы нашли работу? Ну, через месяц-полтора. Почему не забрали детей? Потому что не было условий их забрать детей, не было жилья нормального. Подождите секундочку. Когда они у вас забрали детей, условия были? Условий тоже не было. Ну, значит, они забрали детей-то из неподобающих условий? Я вам про это и спрашивал? Да, правильно. Ну, так я была- значит, все, что нам рассказала Мария, было правдой. Сколько у вас ушло времени на то, чтобы сделать нормальные условия жизни? Около 5 лет. Я только вот 3 года назад приобрела квартиру. Вы хоть копейку за это время детям своим заплатили? Платила. Сколько? Когда? Первый раз 10, потом еще переводила 20. 20-30 тысяч. Скажите мне, пожалуйста, дети могут выжить на сумму в 30 тысяч 8 лет? Нет. До того, как родственники ваши коварные похитили у вас детей, их ведь у вас забирало государство? Опека забирала. Девочки были в детском доме? Были. Что явилось, Одна, Аня. что явилось поводом для этого? Ну, забрали они, прям просто забрали. Вы были трезвы, когда они забирали? Трезвы. А основания какие у опеки были? Условия неправильные были. Какие неправильно? Ну, то, что ни газа, ни отопления, ничего не было. Вы хотите сейчас девочек, которые привыкли к определенному образу жизни, к определенной школе, извините, да, у них там друзья, если вы вот решили просто их забрать себе, да? Ну, забрать. А кто вам отдаст их? Почему сейчас именно? Я звонила, я с девочками общалась, девочки сами ко мне хотят.
Оль, да они не хотят к тебе, Ну, поверьте Маша, у мне. меня же... Если Они, девочки к вам они хотели, хотят. они сбегали на 2 дня. Увидели? Бегали. Они тебя видели 2 часа за это время. Ну, 2 часа, потому что я работаю допоздна. Да, и синяя ты была. Какая синяя? Что вы гоните-то опять на меня? Я так и не понял, почему девочки сбежали, да еще украв документы все. Ну, забрав их с собой. Это их документы, они их не украли, не забрали. И почему они вернулись? Какие-то версии у вас есть? Вернулись, я не знаю почему, зажали, потому что хотели ко мне, что с бабушкой, бабушка их обижает. Они не бьет. к вам хотели. Они хотели от бабушки подальше. Вы это понимаете? И как только Мария вернулась, они тут же от вас ноги сделали. Почему? Да не потому что накручивает и... Да никто никого Они- не Да, накручивает. если Оль. ты меня пугаешь, Стоп, опекой они их пугала. накручивают, да, 8 лет. 8 лет. Потому что вы дали возможность им накручивать их. Вы не появлялись в их жизни 8 лет. Вы о чем сейчас говорите? Впрочем, есть у нас вот ваша сваха здесь, Александра, которая не просто уверена, что у вас получится девочек забрать себе, а еще готова вам помогать в этом. Так ведь? Да, все верно. Здравствуйте. Здравствуйте. Конечно, Можете- она готова помогать. Она Можете, знает, что ей подождите, нужны Маш, деньги Ма- моего Мария, брата. Мария. Нет, Маша, Мне почему ты так денег уверена, не что ей нужно. нужны именно Уверена. деньги? Мне Ну, рассказывают, серьезно? как ты ее накручиваешь, это ты ее просишь взять, забрать девочек, а не она сама. Как давно вы Ольгу знаете? Ну, Ольгу я знаю примерно год. Год. Ну, а что вы так удивляетесь? Вам приходило в голову спросить у девочек, а где они хотят жить? С кем? Конечно. И? Ну, девочки, и когда девочки сбежали от бабушки, они находились у меня. И мы сначала их накормили, отмыли. Я потом с девочками села и разговаривала. Я говорю, девочки, вы скажите, с кем вы хотите жить? Мои дети чистые. Вот когда я их Чистые, забирала, когда ребенок, Маша, дайте сказать, когда пожалуйста. ребенок приехал, когда Настя забрала с Димой и привезли девочек ко мне, и время было уже позднее, и девочки были... Василиса позднее была время в шортах. было 3. Василиса была в шортах, без трусиков, без носочков, в большой футболке, которая на 2-3 размера больше ее, Да в что грязной обуви и в грязной кепке. Волосы были в ужасном состоянии. И сейчас вы... Да что дети вы были говорите? голодные. Весь день, когда они были 8 с лет бы бабушкой... ты их видела. Они были у бабушки в саду. Может быть, у них и было там что-то Серьезно, где, садовское. когда бабушка сидит, кушает, и дети звонят Потому маме что и вы говорят, что они позвонили и хотят детей кушать. забрали. Да. И ты Украли это вы и инициатор детей. этого. Я никого не крала. Да? А когда вы приехали, Ваш ко мне сын толпой их на меня украл. на одну налетели. Так, девочки, стоп. Василиса признавалась вам лично, что ее там, в той семье, бьют? Да. Как это было? Расскажите. Сначала было голосовое сообщение от Ани, то, что бабушка их избивала, оскорбляла нецензурной бранью. И в тот момент, когда девочки были у нас, и я спросила у Василисы, правда то, что бабушка тебя скалкой по спине била? Она сказала, да, это было правда. И Аня то же самое мне рассказывала. Теперь вот как. Вы же вступили в разговор не просто так. У вас какая позиция и кто вы? Представьтесь. Здравствуйте, я тетя девочек, а старшая сестра Маша. Скажите мне, пожалуйста, девочки могли сказать, что бабушка их бьет? Конечно, потому что их накручивают. Мама, которая звонила в тот день, утро, не было вечера, было утро. Слушайте, давайте так. Давайте так. Вы их накручиваете 8 лет, она за один день по телефону их накрутила, чтобы они сказали, что бабка руки распускает. Ну, видно так. Бабушка детей могла бить или нет? Вопрос. Нет, моя мама детей не бьет. Хорошо. Вы-то, Ольгу, я так понимаю, знаете не год, а гораздо дольше. Расскажите, как они начинали жить с братом вашим? Но она начинала жить у нас без брата, и ее привез мой зять, так как у нее умерла мама. Ей было 13-14 лет, и мы жили с ней в одной комнате у моих родителей. То есть ее приняли, потому что она осталась сиротой. Да. А потом закрутился роман. А потом, когда брат пришел с армии, да, у них закрутился роман. А почему расстались они? Он приходил с работы, кушать нечего, дети Вот что ты грязные. обманываешь? Оля, ты всегда была пьяная. Да что ты вот что вы меня на меня договариваете? Ольга, скажите мне, пожалуйста, у вас были проблемы с алкоголем? Были недолго. У нас есть закон, по которому с 10 лет спрашивают мнение детей по поводу того, как они видят ситуацию. Поскольку старше уже 15 лет, мы решили позвать сюда Аню, чтобы она нам рассказала всем, где бы она хотела жить и что она думает о маме. Аня, идите к нам.
Мам, ну оставь нас уже в покое. Отдай просто все документы и все. Не переживай, Аня. Аня, вот тебя накручивают. Ань, вы же помните, как вы с мамой жили? Помню. Можете рассказать нам? С мамой жили мы очень плохо. Мы с Василисой, с маленькой сестрой, были вдвоем дома. Мама буквально могла пойти на 2-3 часа, принести еду и обратно уйти. Я сама готовила гречку, я не ела, я кормила маленькую сестру. Я так понимаю, что вы с мамой категорически жить не хотите. Я не хочу жить с мамой. Хорошо, тогда объясните мне, как вы у мамы оказались в августе месяце и почему провели там 2 дня? Мне звонит мама, настраивает меня на то, чтобы я собрала документы и сбежала к ней. Зачем? Такого не было. Полная тишина. Смотрите, если вам хорошо живется у Маши, если вы считаете это своим домом, то как-то странно, что по одному звонку мамы вы хватаете документы и убегаете из этого дома. В чем причина-то, можете объяснить? Я такой человек, который могу разозлиться. Я обидела очень сильно на бабушку то, что... ей стало обидно то, что мама 8 лет не появлялась. Тут она появилась и начала... вот это вот то, что я хочу забрать девочек. Все, бабушка тоже была, на истерике, то, что обидно. Вы, когда сбежали от бабушки и тети, вы у мамы дома были? Мы были у старшей сестры. Вот Мама, оно как. потому что почему я у работала. старшей сестры, а не у мамы? Потому что, когда мы приехали, нас собрала старшая сестра. Мы поехали к ней на работу. Она пьяная. Мама? Мама пьяная Она на же работе. говорит, что она на работе не пьет. Я отвечаю, она была пьяная. Понятно. И как быстро вы сообразили, что вы совершали глупости и вернулись домой? В тот день, где-то через 2 часа, я поняла то, что мама пьяная, мы ей не нужны. Что ничего не изменилось? Да. Правда ли, что вы сами пошли в органы опеки и написали заявление о том, чтобы маму лишили родительских прав? Да, я сама ходила в органы опеки и писала заявление, то, что я не хочу жить с мамой, чтобы ее лишали родительских прав. А как Настя-то относится ко всей этой ситуации? Она за маму, чтобы нас забрали, но я против. Она сама накручивает маму то, чтобы она забрала. Давайте так, мы с Настей встретились и поговорили. Давайте послушаем, что мы услышали. Я всю жизнь прожила с мамой. Она гладила, готовила. Я все это видела, смотрела на нее и научилась. Теперь у меня появился малыш, и я забочусь о нем так же, как мама заботилась о нас. Вот этому меня научила мама. Она еще в детстве показывала на младшей сестре, как пеленать. И я все это запомнила. Теперь легко справляюсь с малышом. Даже сейчас мама всегда мне помогает. Мама девочек очень сильно любила и сейчас любит. И они очень хотят к ней. Им не нравится там. Буквально месяц назад они мне позвонили и попросили в слезах их забрать. Я позвонила брату, и мы полетели за ними. На этом месте я их нашла. Бабушка вообще живет отсюда очень далеко. Они оттуда бежали, не хотели там находиться. Они говорили то, что бабушка их не кормила весь день. Я начала их успокаивать, отогревать, потому что они были все холодные, все замерзшиеся. Получается, мы их забрали и отвезли уже ко мне. Вот в это была одета Аня, в такой вот футболке тонкой. И все шорты были в пятнах. Они гонят на маму, а сами воспитывать детей вообще не умеют. Они неоднократно жаловались на бабушку, на тетю. Говорили то, что хотят к маме, то, что не хотят больше жить с бабушкой. Ань, я хочу сказать спасибо, что вы пришли к нам, что вы рассказали свою позицию нам, да, объяснили ее. А теперь прошу вас удалиться, поскольку начинаются совсем взрослые разборки. И вам вроде как ни к чему здесь быть.
Хотел бы обратиться к биологической маме. Вы, конечно, молодец, что это болото вас не засосало в плане алкоголизма, что вы начали с ним бороться, но это недостаточно эффективно. То есть налицо явные признаки того, что все-таки заболевание дает о себе знать. Сейчас вы пример для детей, для своих, как не нужно делать. Если вы станете примером, как надо делать, они сами к вам потянутся. Это очень важно. Если вы будете перетаскивать силой вот этими вот, как вот много раз здесь звучало выражение, накручиваниями, ничего вы не добьетесь. Что в ваших силах сейчас сделать, это действительно заняться своим заболеванием, начать слушать людей, которые вам говорят, что вы пьете и у вас есть проблема, начать с этим активно бороться, и тогда дети действительно сами к вам придут. Настя не только поговорила с нами, а решила и приехать. Давайте ее позовем в студию. Что вы врете? Их бабка била, из-за этого они сбежали. Бабка? Это мать Да. твоя бабка, на нее посмотри, как она выглядит. Потому что бухает. И чё? Чё? Где Бухает. бухает? Да ты Я посмотри на неё. нормальный человек. Да? выросла. Настя, Ты где Да доказательства, ты что она шлялась их везде, била? Настя. Где? По деревне, Настя. Где Ты дома-то шлялась? с ней даже не была. Настя, можете сесть, пожалуйста? И не 17 лет родила, не Нет, шлялась она. стоп, не с Машей разговаривать, а со мной все-таки, ладно? А сколько вам было лет, когда девочки оказались у Маши? Примерно где-то, лет 14. Вам предлагали пойти туда же, Да. но вы отказались, остались с мамой. Никто не А чем предлагал, был тебя вызван дома не ваш было. выбор? Потому что мне было с мамой лучше. Ну, потому что, наверное, со стороны мамы контроля не было никакого. Конечно. Нет, был контроль. Какой? Она всегда за нами следила. Сколько вам лет сейчас? 17. А у вас ребенку сколько? 14 дней. Эта мама уследила, как вы думаете? Я сама захотела. Вы можете представить себе, что вот как зовут ребенка, кстати? вашего? Даша. Можете себе представить, что вы вот Дашу отдаете и 8 лет ее не видите? Нет, не могу. А почему мама так сделала? Но они пытались, они все Нет, не делали пыталась. то, Она не что- пыталась. Она до сих пор не ограничена и не лишена. Ей достаточно было вызвать наряд полиции или взять участкового, прийти и забрать детей. Все. И все-таки я хочу вас, Маша, спросить, может ли ваша мама поднять на девочек? Нет, мама их точно никогда не била. Ольга, пока вы жили с мужем, какие у вас отношения были с Людмилой Васильевной? Не очень хорошие. Почему? Не знаю, она меня изначально не взлюбила. Подождите, ну вы в этой семье с 13 лет. Кто вас приютил-то в эту семью? Людмила? Ну вот как я начала жить с Петей, она есть мне сказала. пока вы И тогда она как бы не сказать, что прям хорошо относилась, да, я благодарна, то, что они меня приняли тогда. Давайте позовем Людмилу Васильевну, без нее не разберемся. Так, и какие ты мне 30 тысяч давала? Давала. Где? Где я? Маша переводила. Ты еще говорила, то, что не положишь их на... 8 лет. Ты на ни копейки не сберегательный. дала. И говоришь... Аня, на телефон грязуля. закидываешь по 100 рублей? Спасибо. Не только на Людмила. телефон, я ей на карту закидываю постоянно. Как вообще она ребенком оказалась в вашей семье? Можете рассказать? У ей, когда умерла мама, брат решил ее взять к нам. Ну, спросил он разрешения. Ваш брат? Нет, ее брат. А, Мой зять. вот в чем дело. Да. Понятно. И она жила у вас с 13-летнего Она жила у возраста. нас. А когда вы узнали, что там роман с вашим сыном, что было? Он мне позвонил. Мама, а Оля беременная. Я говорю, да. Я даже не знала, что она с ним живет. Она ездила к моим родителям, и там в деревне соблазнила его. Вы представляете? Никуда ходить не надо. Рядом все. Зачем вы нас попросили сделать тест ДНК? Тест ДНК, потому что когда они жили отдельно уже в деревне, я приезжала, там был ужасный бордель, по-русски сказать. То есть вы считаете, что она гулящая? Она гулящая, А да. кого из девочек она Дети нагуляла? голодные. Кого из девочек она нагуляла, по-вашему? Аня это точно как бы наша. Настя, я не знаю. Была она с Петей, не была, я не знаю. Ну, А Василиса? Василису мы как бы это... Ну, кто-то говорит, она ваша, кто-то говорит, она на вас не похожа. 8 лет девочки с вами. С одной стороны, конечно, жуть, что мама не появлялась все это время, никак не участвовала. Хороший повод для того, чтобы лишить ее родительских прав. Но вы ведь за это время тоже никак не легализовались в отношении Почему? девочек. Я ходила в опеку. И что вам сказали? Мне сказали, есть родители, вы здесь никто.
Вы бьете девочек? Нет. Никогда, Как я могу девочек Никогда бить? не били? Никогда не била. А почему они сбежали от вас к маме? Вот мне тоже был вопрос интересный. Хочу обратить внимание, тот побег, который был в августе, совершался подростком. Подростки склонны к бунту. И они в силу своего вот этого взросления, эмоций, готовы бежать куда угодно для сепарации. Это не означает, что им там плохо, а тут им будет хорошо. Тогда я хочу, чтобы вы послушали вот эту запись. Эта запись сделана не в день, когда девочки ушли, а за некоторое время до этого. Мы не знаем, за день, за два. Это как нас бабушка оскорбляет, еще она 3 раза Василисе со всей силы с кулака дала по спине. Потом сказала: да что вы сдохли уже поскорее за своей мамашей. Ты до конца-то слушай. Вот, это у хороших девочек фантики голодные. Вот я думаю, на недельку вас подержать голод. Вот позвоните ей, что ты проститутка, я тебя назвала. 8 лет, чтобы она... А тут смотри, как Пеньку увидела. Вот когда она переделает вам свидетельство, что вы семейные обратно, и там Александровны вы, тогда я вас отдам. Обратно вы не будете. Перескуй, Маша приедет, а то, наверное, позвонила, что Маши нет. Я ей не звоню. Имени Бога. Сегодня Леша последний перейдет. Пусть она не бывала. Ну, вот садись, а что ее задержали 8 лет? Вот когда выплатят все деньги за 8 лет, вот где насчитают, вот тогда и получит она вас. А то, видишь, мамочка нашлась, проститутка. Это вот как? Да, это вот как раз в этот день, когда она меня оскорбляла. Не надо, это было задолго, это было задолго. Даже слышно, что ты звонила, и мама говорит. За 8 лет она решила первый раз? Заметьте, в этом монологе покопались наши звукорежиссеры, потому что у нас бы лицензии лишили канал, если бы мы это без вырезанного мата, простите, вставили. Он реально через полслова вы матерились. При детях. Нормально? Нет, конечно, не нормально. А то, что Аня говорит, что вы Василису кулаком 2 раза по спине ударили, это нормально? Я Василису вообще никогда не бью. Вот вы все время так с девочками общаетесь? Скажите мне. С какими девочками? С моими? С Анной и Василисой. Нет, это вот когда вот мама их накрутила там, Она не первый раз мне мне стало жалуется. обидно. И Я я телефон попросила забрать, поэтому началось все. Я вот одного понять не могу. Ну, злитесь вы на нее. Ну, дети-то здесь при чем? Зачем вы девочкам про их мать в таких выражениях? Ну, вот объясните. Ну, я просто им сказала, что вы к такой хотите маме. Понятно. То есть девочки ушли не просто так. Они сбежали от Конечно, бабы. она их накрутила. Маш, если вы думаете, что и суд назначить так, чтобы он лишил ее родительских прав сразу, и опекунство оформить, несмотря на то, что я знаю, что вы в школу ходите уже приемных родителей, это вот раз плюнуть, после этой программы уже нет. Потому что мама ваша ведет себя абсолютно не так, как нужно вести себя в присутствии девочек-подросток. У меня мама их воспитывает 8 лет. Это вот все из-за Оли, что она там начала. Деньги понадобились, и она тут начала. Мне не у нас. нужны ваши деньги. Оля, я их и не 8 лет. Ты 8 лет ничего не делала. Мне девочка, дайте и все. Никто тебе их не отдаст. Скажу бабушке, скажу тете, скажу маме. Вы этих денег не получите. Так, потому это же что всё для Нам и не девочек. надо эти деньги. Лишь бы у них всё эти было. деньги несовершеннолетних, они поступают на счет детей, и до 18 лет верно. этими деньгами ни один из родственников, ни один опекун, ни законный представитель распорядиться без согласия органа опеки невозможно. Органы опеки настроены крайне серьезно. Мы с ними поговорили по телефону. Давайте послушаем. Данная ситуация нам знакома. В марте 2025 года на прием в отдел опеки попечительства нашего управления обратилась Баранова Мария Сергеевна, которая высказала намерение оформить опеку в отношении своих племянниц. На прием она у нас пришла вместе с матерью детей. А мать детей пояснила, что она не возражает против оформления опеки, готова дать добровольное согласие. Но не успела. Но мы решали этот вопрос с Марией Сергеевной. Она
в марте месяце получила перечень документов и потихоньку оформляет. Маму мы видели один раз только в марте месяце. Мы подадим исковое в суд на лишение. Там нет оснований для ограничения. На лишение родительских прав. Марии Сергеевне сейчас необходимо собрать полный пакет документов. Если он не собран, просто мы его не видели. И пройти школу приемного родителя. Смотрите, вы просили нас сделать ДНК, верно ведь? И начнем мы с Василисы. 9 лет. Вопрос был какой? Есть между вами родство или нет? Да, между вами есть родство, и оно доказано, поскольку индекс вероятности здесь почти 97%. Спасибо. Дальше. Анна. То же самое. Родство доказано. Спасибо. Теперь, что касается вас. Мы здесь определяем степень вероятности. Если бы это ваш отец сдавал тест, мы бы знали со 100% вероятностью. Ну, почти 100%. Поскольку это делала бабушка, здесь мы получаем вероятность выше или ниже. В данном случае там 90 с лишним, а здесь всего 81. Но это говорит об априорной вероятности родства с 50% возможностью. Хотелось бы сказать Анастасии, если вы хотите установить родство, вы имеете право подать в суд об установлении родственных отношений, но вам придется очень сложно, потому что вам придется добрать материал биологический. Если его не будет, какой бы вы ребенок не были биологически, вы это не докажете. Инна, я так понимаю, что вы с девочками пообщались, да? Да, я говорила с девочками. Хочется попросить не рвать детям душу, оставить их жить там, где они живут, но при этом продолжать маме, если вот этот порыв душевный у вас есть, общаться, заботиться, помогать. Но не забирать себе. Начните с малого. Начните проявляться. Начните... Они не дают мне. Ну, кто вам не дает? Ни Девочки бабушка, мне ни прямо сказали, что мама может звонить, но она очень редко звонит. Вот займитесь старшей дочерью Анастасией, которая сама стала мамой, а и также является до сих пор ребенком. Вот попробуйте исправить какие-то свои ошибки и утолить вот этот материнский инстинкт нереализованный. А младших дочек не трогайте даже близко, не появляйтесь на горизонте, потому что когда вышла в студию ваша средняя дочь, ее просто трясло всю. Именно от вас. Поэтому не усугубляйте. Несмотря на то, что опека нацелена на то, чтобы сразу лишить вас родительских прав, вас выслушают в суде. Постарайтесь найти аргумент, а если вас лишат все-таки родительских прав, выстроите дальнейшие отношения с девочками так, чтобы вас и эта семья не посылала. Потому что у них будут все основания для этого, да? И девочки не забывали. Сейчас все в ваших руках. Как было, впрочем, в ваших руках все 8 лет. Волосы мои все в крови. Я по-прежнему не знаю, что под повязкой. Мой бывший молодой человек, с которым я рассталась, начал технично избивать меня в голову ключом от машины. А вы его укусили за палец? Он постоянно бил меня в одну точку, и я уже просто боялась, что мой череп уже просто хрустнет. А что с глазом-то все-таки? А он его выковырял ключом. Не знаю, каким чудом он не достал до мозгов. И несколько раз он доводил меня до того, что я подходила и извинялась за то, что он меня чуть не убил. Кровоизлияние в глаза, контузия. Подождите, они же все ваши побои описали? Почему вы не довели дело до конца? Я вообще старалась не потерять сознание, потому что, это все, это смерть. Ты вот 130 килограмм сел на тебя, затащил на кухню, ударил. И сидел он в течение часа, потом издевался там и глаза выкалывал. И повез на кладбище, чтобы закопать, добить. А вы понимали, что он едет вас убивать? Да. И что дальше-то было с кладбищем? Расскажите.